Да? Да, да. Это просто бой. Давай спочем. Да ты Ну, не в смысле, пой, вот это. ты ходи. Прежде всего театр, который нас разбудит, разбудит и наши нервы, и наше сердце. Прежде всего театр, который нас разбудит, разбудит и наши нервы, и наше сердце. Прежде всего театр, который нас разбудит, разбудит и наши нервы, и наше сердце. Необходимо злое искусство, злое. Идея театра утрачена. Единственное, что действительно воздействует на человека, это жестокость. Долгая привычка к развлекательным спектаклям заставила нас позабыть об идее театра серьезного театра, который опрокидывал бы все наши представления, вдохнул бы в нас страстность, магнетизм образов. Который нас разбудит, И в конечном счете действовал бы как некая терапия души. который нас разбудит, разбудит и наши нервы. Театр должен быть обновлен прежде всего благодаря этой идее действия, доведенного до крайности своего логического предела. Он собирается отыскать в волнениях больших масс хоть немного той поэзии. Сосредоточить театральное действие вокруг героя. Преступлений. Самопожертвования. Который нас разбудит и наши нервы, и наше сердце. Прежде всего театр, который нас разбудит, разбудит и наши нервы, и наше сердце. Прежде всего театр, который нас разбудит, разбудит и наши нервы, и наше сердце. На самом деле только к середине нашей первой встречи с Соней я осознала, что наши оперные певцы не знают нот, и сначала я испугалась, сначала у меня был шок, но потом я поняла, что это наоборот хорошо, что между нами нет посредника, нет партитуры, и я напрямую контактирую с материалом, напрямую работаю с живым голосом, живой звучащей материей, которую я ощущаю физически, как скульптор держит в руках глину. Собственно, наша задача снять с себя один панцирь за другим и в конечном счете просто позволить себе петь. Такая задача. Просто позволить. Хотя бы раз в жизни, хотя бы в опере. Хороший пример того, как голос становится чем-то таким не для всех. Опера — это не для всех. Мы все знаем, что
мы не можем петь в опере. Есть специальные люди, вот у них есть голос, они могут петь, а мы не можем. И похожая ситуация, в принципе, складывается и во всей остальной жизни. Когда ты должен, когда тебе нужно что-то сказать, когда нужно, чтобы твой голос прозвучал, у многих людей возникает ощущение, что за них кто-то другой скажет. Есть специальные люди, у которых есть право голоса. А наше дело, мы же не учились специально. Кто мы такие, чтобы вслух что-то заявлять? Мы работаем с какими-то очень ощутимыми, очень телесными вещами, как баланс, как наш вес, наша тяжесть, наше доверие друг к другу, наш общий вес, наше коллективное тело, наше общее дыхание, наша общая динамика. К такому состоянию докультурному, к состоянию животного, которое ходит всем телом, двигается всем телом, звучит всем телом. У человека звучат обычно связки, ходит он ногами, ест в рот, глазами читает. Вот. А задача наших занятий длиной в 3 месяца — это научиться действовать всем человеком. Мы постоянно сами себя ограничиваем, сами себя контролируем и фактически сами лишаем себя голоса. Этим спектаклем мы этот голос себе возвращаем. Тут было бы все просто, если бы у нас не было любовной линии. Ни одна опера не обходится без любовной линии. Вообще опера начинается с того, что мы попадаем в постель любовников, и в ней лежат, собственно, 2 любовника, как вы уже поняли. И в первой же сцене мы узнаем, что один из них режиссер, но кто второй, кроме того, что он его поклонник, этого самого режиссера, мы ничего сказать не можем, ничего не известно. И в 3-м действии становится понятно, что любовник и поклонник нашего режиссера
это же первая опера караоке. Понимаете, в нашем спектакле не будет зрителей. В нашей опере будут все исполнители. Это будет первая опера караоке в мире.